Современным женщинам несказанно повезло. Нам не пришлось пройти те страдания, которые испытали модницы прошлых лет. В погоне за красотой и странными модными стандартами девушки в буквальном смысле загнали себя до смерти. Возможно, через пару столетий и нынешние привычные нам каноны будут ужасать или смешить модниц будущего. Но эти модные веяния будут пугать еще на протяжении многих лет. Чопины, средневековая Флоренция. Вас пугают 15-сантиметровые шпильки, и вы удивляетесь, как некоторые девушки буквально порхают в них и в зной, и в гололед. Хотите напугаться по-настоящему, взгляните на чопины. Эти ужасающие дамские туфельки украшали ножки только самых богатых и знатных дам. Высота этих туфель, внешне больше напоминающих копыта, достигала до 50 сантиметров. Кстати, чопины носили и практичный характер, они спасали подол платья от грязи. Но передвигаться в одиночку в них было практически невозможно, поэтому дамы не обходились без помощи служанок. Защита макияжа, США, 1939 год. Это сейчас мы избалованы закрепляющими макияж спреями. Буквально 2 нажатия на флакон, и макияж еще долго будет держаться. Но девушки начала 40-х годов прошлого века, к сожалению, должны были прикладывать максимальные усилия, чтобы сохранить свежий макияж. Какой-то умелец или умелица изобрел прозрачный конус, который надевался на милое дамское личико. Тут уж точно ни снег, ни дождь не страшны. Корсет, средневековая Европа. Сейчас в нашем понимании корсет — это нечто женственное, кружевное и эротичное. Самые знаменитые бренды нижнего белья предлагают сотни корсетов, которые украсят любую девушку. Первый же корсет представлял собой железную конструкцию, которая, если и придавала женственности и красоты женской фигуре, то ненадолго. Современные девушки мечтают о заветных 60 сантиметрах в талии, а для дам конца XIX обладательница золотых стандартов показалась бы толстухой. 35 сантиметров — вот идеал, к которому стремились красотки прошлых лет. Яды для бледной кожи, Англия, Золотой век Елизаветы I, например, уксус. Нет, им не натирались и не добавляли в кремы или маски. Его просто пили. Свинцовые и цинковые пудры осветляли лицо. Но благородной кожей девушки гордились недолго. Одни страдали от кожных заболеваний, а некоторые пудрились и вовсе до летального исхода. Что говорить, если обладательницы веснушек применяли цианистый калий? В погоне за фарфоровой кожей модницы злоупотребляли пудрой с добавлением мышьяка. Более 600 девушек погибло в страшных мучениях, и вскоре этот страшный бьюти-продукт был запрещен к изготовлению и продаже в Европе. Не забывали дамы и об эпиляции. Мечтая о гладких ножках, бедные девы экспериментировали отнюдь не с воском. Специальный состав из извести и мышьяка удалял волосы вместе с небольшим слоем кожи. Зато волосы точно долго не росли. Кринолин, Англия, XIX век. Страшный исторический факт гласит, что за 10 лет модной кринолиновой эпохи заживо сгорело более 3000 женщин. Кринолиновые платья сравнивали с настоящей клеткой, в которую женщина заточала себя по собственному же велению. Порой девушки не могли войти в дверной проем и звали на помощь служанок. И не всегда викторианские модницы могли уследить за обширным подолом юбки. Небрежно брошенная сигарета или ненароком задетая свеча — самые главные причины возгорания роскошных платьев светских дам. Кстати, в викторианскую эпоху зеленый цвет был на пике своей популярности. Чтобы достигнуть максимальной сочности и яркости цвета, текстильщики добавляли в красители мышьяк. Яд впитывался в кожу вместе с потом и отравлял благородную кровь обладательницы роскошного туалета. Белладонна и послен для выразительности взгляда. Европа, 17-18 века. Светские дамы не понаслышке знали, что такое томный взгляд. Чтобы придать своему взору больше загадочности, они капали в глаза растворы белладонны и послена. В переводе на русский «белладонна» значит «красивая женщина», но есть у этого растения и другое название — бешеница. Отравление белладонной может привести к слепоте и даже летальному исходу. Но чаровниц это поначалу не пугало. До тех пор, пока круг подружек стал значительно сужаться. Тогда модницы решили сменить белладонну на более безопасный, хотя апельсиновый сок. Парики, Европа, 24 века. Вас восхищают прически и парики невероятных конструкций эпохи Марии Антуанетты? Согласны, в те времена парики можно было смело назвать настоящим произведением искусства. Целый штат парикмахеров возводил на головах знатных дам целые корабли и города.
Но знали бы вы, какие страдания приходилось терпеть модницам, чтобы щегольнуть новой прической на светском рауте или балу? Во-первых, парики склеивали обычным салом, который удерживал сложные конструкции на голове. Во-вторых, спать девушкам приходилось сидя. И в-третьих, самое ужасное, мыши и крысы, привлеченные запахом подпорченного сала, обустраивали уютные гнездышко прямо на головах модниц. Монобровь, Древняя Греция и Рим. Мода на брови всегда была непостоянной. А для древних римлянок и гречанок сросшаяся бровь давала шанс на выгодное замужество. Ведь монобровь якобы свидетельствовала о недюжинном уме и страстном темпераменте обладательницы. Вот и пускались незамужние девы во все тяжкие. Специально сбривали брови, чтобы они росли еще гуще, а если природа не наделила растительностью, то попросту рисовали сажей или наклеивали мышиный мех и даже носили накладную бровь из козьей шерсти и смолы. Ямочки на щеках. Нью-Йорк, 1923 год. Некоторые американки мечтали иметь кокетливые ямочки на щеках, считая, что они придают образу больше очарования и шарма. Поэтому и бросились скупать странное устройство — своего рода намордник с двумя прутьями, упиравшимися до боли в щеки. Пару недель страданий и давления на щеки, вот вам и ямочки. Мушки, Европа, 18 век. Изначально мушки использовались для маскировки последствий ветряной оспы. Но вскоре мода на мушки стала очень популярной и даже стала элементом флирта. Например, если девушка носила мушку над верхней губой, это говорило о том, что она не замужем и находится, так сказать, в активном поиске. Свои личные мушки украшения модницы носили в специальном кошельке. Турнюр, Европа, 19 век. Модницы прошлых лет своими формами могли смело заткнуть за пояс саму Ким Кардашьян. Практически каждая знатная девушка не позволяла себе выйти в свет без турнюра. Это специальное устройство крепилось чуть ниже талии и придавало фигуре, точнее, ее филейной части, аппетитные формы. Чернение зубов, Япония и Англия. Изначально в Японии зубы чернили по статусу, позволить себе это могли только знатные люди. Обычно эту странную процедуру проходили маленькие девочки. Таким образом, родители подчеркивали, что их чадо готово к замужеству. Вскоре сменилась власть, а за ней и мода. Теперь черными зубами могли похвастаться только замужние женщины и дамы легкого поведения. В Англию же мода на черные зубы пришла с легкой руки Елизаветы I, точнее, из-за ее неудержимой увлеченности сладким. Королева была обладательницей испорченных кариесом зубов. И чтобы не осрамить честь и красоту прославленной правительницы, всем придворным дамам было приказано очернить зубы. Каблуки разной высоты, Англия, 19-20 века. Невеста принца Александра Датская была еще той модницей. За ее стилем и нарядами следили все придворные и знатные дамы. Это фанатичное следование модным веяниям доходило до абсурда, когда бедную Сашу разбил ревматизм, и она начала хромать. В магазинах сразу же появились туфельки «Хромота Александры». И вместе с Александрой захромала большая половина представительниц знатных родов. Вот она, преданность кумиру. Высокий лоб, эпоха Ренессанса. Желая соответствовать модным канонам той эпохи, девушки сбривали волосы над лбом, делая его более округлым. Не пощадили даже ресницы. Так дамы по-своему воспринимали естественную красоту. По их мнению, высокий округлый лоб, отсутствие ресниц делали их более привлекательными. Свинцовые белила для лица. Сегодня признаком благосостояния считается хорошая физическая форма и легкий загар. А в елизаветинские времена смертельно бледная кожа была несомненным признаком богатства и знатности. Только бедные маялись снаружи достаточно долго, чтобы загореть. Для того, чтобы показать, что они могут позволить себе остаться в закрытом помещении целыми днями и не загореть ни на йоту, дамы мазали лица белой пастой. Достаточно толстый слой белил также скрывал оспины и шрамы. К сожалению, макияж содержал свинец и после долгого воздействия портил кожу, и требовался все больше и больший слой, чтобы скрыть несовершенство. Свинец, проникая через кожу, вызывал отравление, которое приводило к потере веса, выпадению волос, повреждению головного мозга и других органов, параличам и многим другим серьезным заболеваниям. Мария, герцогиня Ковентри, умерла в возрасте 27 лет из побочных эффектов этого смертельно опасного средства с романтическим названием «венецианские белила». Радиоактивная косметика. Когда был открыт радий, сильнодействующий радиоактивный элемент, люди искали разные способы его использования. Пищевая, косметическая и промышленные отрасли спекулировали на популярности этого чудо-средства.
Однако, по происшествии времени, люди ощутили страшные последствия использования этого радиоактивного элемента. С 1910-х годов до 1930-х годов различные компании придумывали все новые захватывающие способы продавать радиоактивные продукты для женщин. От кремов для лица и мыла до грязевых ванн. В 40-х-50-х годах появление информации о вреде радиации привело к немедленной гибели всего рынка радиоактивной косметики. Китайский лотос. Истоки китайского бинтования ног, как и традиции китайской культуры в целом, восходят к седой древности, с X веку. Институт бинтования ног расценивался как необходимый и прекрасный и практиковался много веков. Безусловно, это одна из самых шокирующих модных жертв в нашем списке. В Древнем Китае красивыми считались женщины с маленькими ступнями, которые китайцам напоминали лотос. Обычай бинтовать ноги китайским девочкам выглядел примерно так. Ножку забинтовывают, и она просто не вырастает, сохраняя детский размер и форму. Идеальная красавица в Старом Китае должна была иметь ножки-лотосы, семенящую походку и тонкую, как ива, фигурку. В Старом Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4-5-летнего возраста. Младенцы не могли терпеть муки от тугих бинтов, калечивших их стопы. В результате где-то к 10 и годам у девочек формировалась примерно 10-сантиметровая лотосовая ножка. После этого они начинали учиться правильной взрослой походке. А еще через 2-3 года они уже были готовыми девицами на выданье. Размеры лотосовой ножки были важнейшим условием при заключении браков. Лицо не играло особой роли. Невесты с большими ногами подвергались насмешкам и унижениям, так как были похожи на женщин из простонародья, которые трудились в полях и не могли позволить себе роскошь бинтования ног.